города Лимассол. Следующий слайд, друзья, посвящен у нас Месогетония. Видим на карте данный город, муниципалитет. Также, друзья, здесь хочу обратить ваше внимание, ну, так как муниципалитет небольшой и рынок не очень активный, то я взял выборку с новым и старым жильем. Вы можете это увидеть, здесь в выборку попало и новое, и старое жилье. Итак, за месяц мы видим, что снижение минус 0,16% по жилой недвижимости в муниципалитете Месогетония. А средняя стоимость квадратного метра – это 3249 евро. Что, в общем-то, еще раз повторимся, внизу можете посмотреть, снижение на 0,16%. При этом вы можете посмотреть локации, которые, так сказать, географию всю по муниципалитету Месогетония. И как достаточно сильно также отличается стоимость квадратного метра в той или иной ценовой зоне. Смотрим, что произошло с данным жильем на протяжении одного года. Вот посмотрите, здесь очень хорошо выражены колебательные процессы. Вот такая пила, да, прям пила. И давайте посмотрим. Февраль месяц 2025 год – это 3289 евро. И в феврале 2026 года это 3249 евро, что за год показало нам в целом снижение минус 1,20%. С чем это связано, друзья, не знаю, но динамика отрицательная, я перепроверял. А теперь по поводу, давайте, вот этой пилы. Смотрите, здесь вот есть месяцы, когда снижение стоимости такая значительно, потом рост. То есть вот эти колебательные процессы я сглаживаю линией тренда, это называется аппроксимация, да? И в итоге мы видим, что все-таки за год снижение стоимости произошло на 1,20%. Ну, у меня есть предположение, почему вот эти такие скачки, если это можно так сказать, роста, да, в определенные периоды времени. Это связано, скорее всего, друзья, компании-застройщики, возможно, выходили на рынок с жильем, где, в общем-то, выставляли достаточно завышенные стоимость квадратного метра. Но в итоге, так сказать, мы же по объявлениям работаем, с предложениями. В итоге рынок недвижимости, как говорил знаменитый и всеми уважаемый Адам Смит, помните, да, такой, большая или всемогущая рука рынка, когда спрос и предложение, в общем-то, формируют определенную стоимость. Вот здесь я так предполагаю, что, наверное, произошло что-то подобное. Итак, друзья, смотрим следующий город-муниципалитет, это Агиос Афанасиос. Он расположен также, видите, география его, это карта Google Map отрисовывает. И что мы, друзья, здесь мы говорим о только новом жилье. Почему только о новом? Здесь несколько жилых комплексов. Старое жилье есть, но незначительно. То есть в основном новая постройка. Итак, мы видим, что за месяц снижение нового жилья минус 0,12%. Средняя стоимость квадратного метра 4137 евро за квадратный метр. Мы можем это еще проверить по вот этой, видите, внизу экселевские данные, не картинка, а табличка, да, где они дублируются, повторяются данные, средняя стоимость квадратного метра и в данном случае снижение минус 0,12%. Также можете посмотреть по локациям, как сильно отличается стоимость квадратного метра в той или иной ценовой зоне. Смотрим, что произошло с данным городом, муниципалитетом на протяжении одного года. Тоже достаточно интересно себя ведет рынок. Период исследования февраль 2025 год 4088 евро. И уже в феврале 2026 года 4137 евро, друзья. Что показало нам динамику положительного роста. Внизу смотрим, указкой показываю. Плюс 1,20%. Ну, незначительно, но все-таки это положительная динамика. И если, друзья, вы обратили внимание, последние 2 месяца в этом графике рисунки, а точнее это январь и февраль 2026 года, нам показывают снижение стоимости квадратного метра. До этого рынок недвижимости по предложениям показывал динамику роста.